Паратрам. Это игра, которая происходит в будущем, а именно в 2200 году. Действие происходит на шестом спутнике Юпитера, имя которому Европа, где в 2022 году ученые нашли биологическую жизнь. Немедля люди начали изучение данного спутника, и в конце концов человечество даже смогло основать там свою жизнь, ведь отдаленных от друг друга аванпостов, коммуникации и снабжение которых совершается с помощью подводных лодок, а подводные лодки требуют для своей работы людей. Все бы было ничего, если бы почти каждый заплыв, даже в самых безопасных зонах, не оканчивался как минимум травмой одного члена экипажа. В общем, дело это опасное. И на месте именно таких авантюристов удалось оказаться мне и моим товарищам. Все мы оказались под руководством опытного капитана, у которого большая история заплывов. Но зачем опытному капитану такие новые моряки, как мы? У нас было уже достаточно неплохое начало, но баротравма — это не такая игра, чтобы давать поблажки. В этом же видео вы увидите лишь небольшую часть нашего путешествия, а также узнаете о такой личности, как Ганс Гансович, и почему именно он один из самых лучших капитанов Европы. Началось наше путешествие с пополнения в составе. К нам примкнул совсем неопытный член экипажа, поэтому наш старший механик, для удобства я в будущем буду называть его Стармех, начал объяснять искусство механического быта на субмарине. В чем наша главная задача? Электронику, механизмы, приборы, всякий другой бред. Ремонт будет помечаться у тебя значками этого. Такими шестеренками. Впрочем, как думаю видно, наш старший механик разбирается в своем деле. После инструктажа Майкла Форда, имя Стармеха, мы наконец-то отплыли. И тут же наше путешествие было прервано ползунами. Это такие большие рыбы, которые охотятся стаями на подлодке. Цели. Аргун. Переднее орудие. Бегу. Я спустился в Готов, нижний готов, рукав, готов. да. Сейчас будет Там туда. там балласты. Переднее орудие, час. Ползуны. Ползуны. Пытаюсь вывести еще на заднее орудие. Заднее орудие 12. Вижу. Судя по всему, прорвались в правый балласт. Правый балласт иду Нет поддерживать. электричества. Мы не обратили внимания на прорыв данных представителей фауны. А зря, ведь Майкл чуть не лишился жизни. Все началось неожиданно. Ганс Гансович находился в грузовом отсеке. Я же, медик, находился в медицинском. Как вдруг из-под балласта начала подниматься вода. И нажимаешь на водолазный компандер. Так, я Два не раза. понял. Так, Ага. я тоже не понял. А что это резко затопило? А что произошло, ребят? Я понял почему. Там ползун. Там снизу Ползун. какая-то херня плавает. Готовится к контакту. Да, Это всего лишь ползун. Такой была первая встреча с фауной нашего интерна Тимура Тараканова. Наверняка она запомнится ему на всю жизнь. А вот что точно ему не запомнилось, так это наставление старшего механика. Я чиню дверь. Это не дверь. Не надо, ты не её надо, Ты ее не свариваешь. надо. Не надо, ты её свариваешь. Спускайся ко мне, спускайся ко мне. Все мы совершаем ошибки, поэтому после того, как Майкл Форд еще раз напомнил о важности слаженной работы, Тарканов начал потихоньку понимать, что к чему, и почему на подлодке очень важно не совершать ошибок. Ведь каждая ошибка очень наказуема. Так, ну уже понятно. А у кого-то есть карта, куда мы плывем? Пара подводных узлов, и вот мы уже в нашей цели. Маяк. Так, все, мы уже переплыли. Ну, карта А. есть. Вылазь и иди чини. Да. Так, Куда? подожди, кто щас Надо отправится? костюм одеть, подождите. И можете отправляться к маяку. Маяк сразу снизу. И тут у вас, наверное, возник вопрос, а зачем чинить этот маяк? Разве он и так не должен быть в рабочем состоянии? Все просто. На самом деле маяк был в рабочем состоянии. Просто из-за как раз таки агрессивной фауны он вышел из строя. А отсутствие маяков значительно ухудшает передвижение и так не по самым безопасным океанам Европы. Ну а почему именно мы занимаемся этим делом? Да потому что это прибыльно. Я бы даже сказал, очень прибыльно. Ладно, вернемся к истории. Видишь кислородный баллон? Да. Возьми 4. Ганс родился в колонии Дунгас. Колония, которая была известна как один из главных логистических портов Европы. Ну и также она была одной из самых больших колоний коалиции. Имя Ганс получил от отца, да и фамилия от того же Ганса. Были ли его предки немцами? Вряд ли, но все возможно. И вот жизнь начинается на достаточно неплохом аванпосте и в приличной семье. Отец работал капитаном одного из логистических кораблей, а мать не столь важна, ведь
Тьма исчезает, когда Ганс был еще дошкольником, а Ганс-старший отправляется в дальнюю командировку, оставив от себя только солнцезащитные очки. Наш Гансович, уже без приставки «младший», попадает в военное училище коалиции, где он и проведет свои 10 лет жизни, по итогам которых Ганс стал дисциплинированным и показательным учеником, а потом и выпускником в виде старшего офицера службы безопасности. Множественная целей. Переднее орудие. Передняя? Занимайте Бегу. заднее, я займу. Задний. Это Задняя я. рапторы, их дохрена. Так, Тимур, приготовься. Я чиню, Одного нормально. Рапторы мне страшно. прорывают. У нас не вышло ликвидировать угрозу снаружи, а это значило только одно. Прорвались внутри рапторы, сверху готовьтесь. Костюмы! Точно, надо бежать за костюмом. Я А, починил щитки электрические. Пиздец, пули всплывают! Что за хуйня? А, Меня готовы? контузит. Где раптор? Аргона- Первый раунд, Аргона всё. по- Ох, Аргона ебать. повалила. Бей Нет, ключом! Аргон. Бей их ключом! Как вы видели, рапторы — еще одни хищники Европы, которые охотятся в стаях, только эти поопаснее. Прорвались и стали сразу же рыскать в поисках обеда. Наш инженер Аргон Гелевич оказался под их прицелом и поплатился за это здоровьем. А потому А, что да, я... Аргон, а потому что Аргон. выдумал. Аргон будет жить. Давай, костюм с него сними, ложись. А, он все, он уже сдох. Да, всё. Жалко его. Но то, что он мертв, это еще ничего не значит. Мы все еще можем добраться до аванпоста, где его смогут откачать. Главное в этом деле не медлить, хотя еще время у нас есть. Отремонтировав и так потрепанную посудину, мы отправились выполнять еще одну работу – добычу алмазов. Дело такое же прибыльное, как и починка маяков. Но в отличие от маяка, тебе не приходится лезть в темную пещеру к ползунам. По итогам не столь длинных совещаний было принято решение о подправке меня, медика и Майка. А, да. За мной. А, я вижу их. Да, все, вы, наверное, уже, да, я вас вижу. Сейчас, Всё. подожди. Меня... О! Да, за Что вами там? уже увязалось что-то. Это Ползун. ползун. В страхе я достал свой револьвер на ощупь. Я выстрелил всю обойму, а затем поспешил немедленно убраться из этого чертового места. Я взял глайдер и поплыл в темноту, в которую сам себя запрятал. Рядом был лишь Майкл, который, осознав все с полуслова, поспешил к подлодке. Тварь была за мной, но надо было плыть. Блять, промазал. Заднее орудие, заднее орудие. я Заднее орудие, Точно, заднее как орудие. выйти? У меня Давай, контузия, стреляй. можешь нажать, пожалуйста? Он Он за к нами нам заплыл! Где он заплыл? Выпустите! Все, он минус, все. Все, Кайф. заходите. Мы его забили. Вколов небольшую дозу морфия и забинтовав места укусов от ползуна, я с Майком отправились опять на добычу алмазов. Мы пробирались среди темно-серых стен, которые были украшены сияющими белыми кристаллами. Опирались мы примерно на наставление капитана, которое мы слышали через гарнитуру. Доплыв до места, мы также обнаружили опиумные грибы, и это новые грибы, которые мы решили забрать с собой. Быстро добыв сияющие соединения карбона, мы поспешили на лодку. Первый заплыв будущего капитана прошел 19 лет на старой потрепанной лодке снабжения военного аванпоста. Лодка оказалась спокойной и без приключений, а вот по пути назад встретилась стая раптор. Пару выстрелов с орудия и первые две твари на счету юнги. Остальные же отправились на корм вспомогательных оружий. Так он и плавал туда и назад, получив уже командарма небольшой группы к 21 году. Тут еще молодого, но перспективного командарма заинтересовала роль капитана. Но только коалиция не разделяла интересов Ганцевича, поэтому решила записать на другое профессиональное судно. Что же, вернемся к настоящему. После добычи полезных ископаемых мы наконец-таки отправились на аванпост. Наша дорога шла через достаточно безопасный регион, поэтому нам почти ничего не предоставляло угрозы. В нашей лодке, наверное, впервые зацарило спокойствие. Каждый был занят своим делом. Майкл вместе с Тимуром занимались проверкой системной исправности, ну а я, как медик, занимался изготовлением медикаментов. Мне также удалось реанимировать нашего инженера, который благополучно пошел в инженерный отсек заниматься реактором. Как вдруг из командного пункта раздался крик.
Ух ты, ёб твою мать, куча целей. Лево, переднее орудие, час. Час, это наверх. Это Я понимаю. Я одному Это на эти косово очень шипастые, шипастые. шипастые. Шипостаи. Это небольшие шипастые твари, которые могут метать свои шипы. Учитывая, какие они острые, попадание одного такого тебе в ногу может обойтись такой неплохой травмой. Сначала мы отбивались от них пушками, а затем Ганс Гансович решил оторваться от них. У него выходило, но вот не все хотели отстать. Поэтому небольшая стайка увязалась за нами прямо до аванпоста, где уже охрана аванпоста занялась ими. Все цели у нас заняты. Вот, наконец, цивилизация, которую мы не видели уже на протяжении 2 километров холодных пучин. Вряд ли у кого-то в этих водах были хуже такой дальности. Один из обычных выходов еще молодого Ганса Гансовича в холодные пустоши превратился в сущий ад. На группу напало семейство Молохов, самка и детеныши, уничтожив поллодки за несколько часов, которые длились как изнурительные дни. Удары за эти часы прошлись прям по оружейно-инженерной, а как раз таки в оружейной находился Ганс Гансович и его группа. С образовавшейся дыры полились тонны воды. Вода затапливала всех и вся. Десятки криков паники послышались со стороны оружейной. Ганс же сохранял спокойствие. Высокий напор воды смыл стойки орудий и половину отряда, а самого Ганса спасла удача. Через несколько секунд лодка упала на дно. От удара затрещали старые стены, проломился пол, и командарм Ганс Гансович провалился в двигатель. Удар был сильным, и бойца вырубило. Очнулся тот только в медпункте с переломанной ногой и порезом по правую часть лица. Аванпост был бедным, поэтому и заняться тут было особо нечем. Мы закупили жизненно важные материалы по типу топливных стержней для реактора, варочных баллонов, опиума и так далее. Прогуливаясь по коридорам данного аванпоста, мы заметили, как какой-то мужчина в униформе инженера разгуливает без дела. Как только на его взор пала фуражка нашего капитана, он сразу подбежал и стал умолять, чтобы мы взяли его с собой. Этого человека звали Иосиф Этанолович. По итогам недлинных раздумий было принято решение взять его на борт. Вот уже новым составом мы были готовы отправляться навстречу нашему следующему приключению. Мы погрузили материал на подлодку, запустили все системы и начали плыть. Плыли мы от аванпоста до аванпоста. Перед нами стояли необъятные просторы ледяного океана, просторы, которые предоставляли непосредственную опасность нам. Около 4 раз на нашу подлодку нападали различные стаи монстров. А нам-то что? Нам безразлично. Мы моряки Европы. Те, кто занимается самыми опасными видами работ. Мы те, кто идут через грязь, чтобы оставить после себя чистоту. Наша судьба — плыть по этим ужасным водам, чтобы потом в старости лет, если доживем, рассказывать внукам будоражащие голову истории, покуривая трубку с сухим табаком. Многие мечтают о такой жизни, но те, кто мечтает, не знают об ужасах судьбы, которую они выбирают.